Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Трамп пообещал закончить конфликт на Украине, взяв под контроль цены на энергоресурсы. Путин не сможет воевать с нефтью за $40. Александр, насколько реальны подобные словесные интервенции? Да, дорогие друзья, я, если позволите, для начала прочитаю эту цитату, которую разгоняет один лидер общественного мнения, который пишет на русском языке, но находится и не в России, и не на Украине, а несколько западнее, в одной очень западной стране. А у него было написано следующим образом. «Я буквально той же ночью», цитата Трампа якобы, «как станет известно о моей победе, позвоню двум людям, Путину и Зеленскому. Мы заключим соглашение в течение 24 часов. Трамп раскрыл план, как закончить войну на Украине». Ну, в Украине пишет этот человек, ну да ладно. План Трампа состоит в том, чтобы снизить цены на энергоносители вдвое и более в течение 12 месяцев после вступления в должность. Путин не сможет воевать с нефтью по $40, утверждает кандидат в президенты США. Харрис, пишет с восклицательными знаками этот вот барселонский лидер общественного мнения, пишущий на русском языке. Ну и у нас ряд средств массовой информации примерно в том же ключе подали данное высказывание. Оно меня удивило, потому что, ну, я не могу похвастаться глубочайшими знаниями во внутренней политике Соединенных Штатов Америки, но вот исходя из моих представлений об этой самой внутренней политике, данное высказывание было очень странным. Американцам, как и вам, очень сильно наплевать, большинству из наших уважаемых зрителей, наплевать, что там творится в отдаленных уголках мира. Им очень важно, что творится у них здесь, прямо тут, прямо дома. Поэтому вот эта фраза, я давайте еще раз ее зачитаю, вот именно в таком виде, как она здесь преподнесена. План Трампа состоит в том, чтобы снизить цены на энергоносители вдвое или более в течение 12 месяцев после вступления в должность. Типа, что воевать при нефти за 40 Путин не сможет, утверждает вот этот вот персонаж. Представьте себе, кандидат в президенты США на встрече с избирателями вдруг неожиданно рассказывает план урегулирования конфликта на Украине, притом рассказывает его очень радикально. То есть это очень радикальный план, который неизбежно затрагивает, ну, скажем так, и внутреннюю повестку в Соединенных Штатах. И почему-то он делает упор не на Соединенных Штатах, а на Украине, которую, еще раз, даже если американцы не могут найти на карте, то смеяться над этим не надо. Им просто плевать, где эта Украина, и образование там среднее в массе своей не столь замечательное. Кстати, присмотритесь к нашему образованию, может, с ним тоже что-то не так. И начните, пожалуйста, со своего образования. Вдруг там тоже есть пробелы, ищем на карте Сент-Китс и Невис. И после этого говорим, господи, найти на карте Украины очень легко. Кстати, если кто-то из вас знает все штаты Соединенных Штатов, то тоже большой молодец, а если можете найти их на карте, то вы умницы. А если не можете, то какие претензии к Соединенным Штатам Америки, к их жителям, которые не могут найти куски Союза Советских Социалистических Республик на карте и не знают, из каких частей он состоял? Задумайтесь, пожалуйста, об этом. Так вот, я решил посмотреть, а что же там говорилось в оригинале. Я нашел расшифровку для начала, потом нашел само выступление, посмотрел его, и вы знаете, как это неудивительно, а кандидат в президенты Соединенных Штатов говорил про Соединенные Штаты в первую очередь. И когда он говорил про Украину, Афганистан и прочие страны, в которых облажалась действующая администрация, он говорил не про урегулирование в этих странах, а он говорил о том, что действующая администрация лохи, извините за низкий слог, а вот он молодец, и при нем бы такой фигни не было. То есть приходить к избирателю в Соединенных Штатах с посылом: ребята, я придумал, как урегулировать ситуацию на Украине, это безумие чистой воды. Представьте, что к вам приходит кандидат в президенты Российской Федерации и говорит: ребята, я придумал, как урегулировать ситуацию в Нигерии.
Вот в Нигерии ситуацию все представляют, что там происходит, кто против кого, как, куда бежит, какие территории находятся под влиянием одной запрещенной на территории Российской Федерации организации, какие подчинены центральному правительству. А Нигерия – это довольно крупная страна, это вообще-то наш партнер по ОПЕК+. Многие из вас знают, что там творится. И вот представьте, выходит к вам человек такой: «Нигерия, я знаю, что там делать». Потрясающе. Вы ему наверняка похлопаете, выберете такого замечательного деятеля. По поводу снижения цен на энергоносители в 2 раза. Давайте начнем с этого. Снижение цен на энергоносители в 2 раза Трамп обещает за 12 месяцев, как только придет к власти. Для того, чтобы простым американцам надо было меньше платить за энергоносители. Вообще в этом контексте я, возможно, очень невнимательно посмотрел видео, я, возможно, очень невнимательно почитал расшифровку, но вы знаете, там говорилось, вот то, что я видел, то, что я почитал, посмотрел, там говорилось: ребята, вы слишком много платите за энергоносители, я приду к власти, я сделаю так, чтобы вы платили меньше. Это безумие, мол, столько платить за бензин. До чего страну Байден довел? Вот о чем там была речь. В Соединенных Штатах Америки цена бензина на внутреннем рынке напрямую, в отличие от Российской Федерации, зависит от цены нефти в долларах. То есть, как только меняется цена в долларах, меняется на нефть, меняется цена в долларах на бензин. Притом Трамп там говорит как раз про снижение в 2 раза. Бензин будет стоить $2 за галлон. Это около 51 цента за литр. То есть человек выходит и говорит не про Украину, на которую плевать его избирателям. Ну, будем честны, зачем им эта история вся? Им интересно, сколько они будут платить, как будут защищать их права, как будут развивать рабочие места, что будет с зарплатами, что будет с ценами на жилье и прочее, прочее, прочее. И как ни удивительно, именно об этом Трамп и рассказывает. Снижение цен на энергоносители в 2 раза – это его такая фишка, которую он может предъявить, исходя, опять же, из-за невзыскательности уважаемой аудитории, в том числе уважаемой аудитории в Соединенных Штатах Америки. Потому как людям не досуг разбираться во всяких вещах, которые вроде как их касаются, напрямую касаются, но по поводу которых есть некое объяснение, и якобы на эти вещи вы повлиять не можете. О чем речь? Речь о том, что последний год президентства Трампа действительно наблюдалось резкое снижение цен на энергоносители вообще, на бензин в частности, электроэнергия там немножечко подешевела, газочек подешевел, все подешевело. И Трамп сейчас подает это как огромное свое достижение. Там бензин стоил 61 цент за литр, если в литры переводить. Это очень мало для Соединенных Штатов Америки. А почему так произошло? Очевидно, Трамп молодец. А при Байдене все стало дорожать. Значит, что Байден не молодец. И вот исходя из этой довольно простой предпосылки, Трамп и выстраивает свое позиционирование по отношению к вопросу энергетики на этих выборах. Мол, смотрите, как при мне было здорово, а как стало плохо при Байдене. Кто виноват, он виноват. А теперь чуть подробнее в завершении замечу про американских нефтяников. Для американских нефтяников $40 за баррель, не сказать, что смерти подобно, но это абсолютно непозволительная цена. Не то, что они не смогут продолжать наращивать добычу, они не смогут сохранить текущую добычу. Притом, понятно, что Трамп не сможет выполнить эти предвыборные обещания. Он не оказывает никакого влияния на рост цен. Если он изо всех сил будет просить нефтяников увеличить добычу, он будет делать ровно то же самое, что делал Байден. В 2022 году он тоже просил нефтяников увеличить добычу. Притом Трамп это подает в своей этой речи как некую такую свою фичу, которая... Он, кстати, обещает, что зеленые сделки все эти мы отменим, от электромобилей откажемся, только двигатели внутреннего сгорания, только нефть, только уголь. Традиционная Америка, голосуйте за меня, глобалисты не пройдут. В общем, вот эту всю историю он подает, люди уши развесили, такие: мама родная, какой классный. Наверняка он это сделает. Он обещает сделать то же самое, что делал Байден.
Байдену не удалось убедить американских нефтяников резко нарастить производство нефти по одной простой причине. Трамп обещает то же самое. По одной простой причине. Резкий рост производства нефти в Соединенных Штатах Америки в 2014 году, в 2018 году приводил к обвалу мирового рынка. И к тому, что в Соединенных Штатах начинались массовые разорения нефтегазовых компаний. Да, в основном это были мелкие компании, там невероятное количество мелких компаний, средних компаний, и общее количество порядка 10 тысяч. Но знаете, когда у вас полторы, две сотни, из даже пусть 10 тысяч разоряются, притом разоряться начинают даже компании, ну, верхнего звена, не транснациональные компании, но вот региональные такие, региональный крупняк. Вот тут вы уже будете напрягаться. И они напряглись, они сказали: вы что, с ума сошли? Как мы, американские нефтяники, сказали? Как это мы увеличим сейчас добычу? А ради чего? То есть мы, во-первых, быстро это сделать не можем, это, ну, не бросили деньги в землю и нефть пошла. Нет, это нужно деньги вложить, через годик там нефть пойдет. А через годик, да, мы, скорее всего, добычу увеличим, потому что мы видим динамику роста спроса. Динамика роста спроса такова, что мы можем увеличивать добычу. А вот ваши вот эти хотелки, сколько? $40 за баррель, вы с ума сошли? А нам это зачем? При себестоимости порядка 35-36 долларов в среднем по стране американская нефтянка не может вести добычу на этом уровне при 40 долларах. Она, если 40 долларов задержится на 2-3 года, ну так, представим себе, годик еще там туда-сюда, вот на 2-3 года, если задержится эта история, как это было, скажем, с 18 по 20 годы, там ведь не только 20 год по американской нефтянке ударил, это было, ее догнало наследие кризиса конца 18 года и довольно фиговая ситуация в 19 году с, опять же, массовыми разорениями, которые шли за этот период. И американские нефтяники должны вообще-то прислушаться к этим заявлениям. Если бы эти заявления именно так звучали. Я уполовиню цены, доведу цены на нефть до 40 долларов, и, в общем, все обвалится, все обвалю, ты будешь простой американец с работой, машиной на двигателе внутреннего сгорания, и цены на энергоносители для тебя будут в 2 раза ниже, я сказал. А когда я не смогу этого сделать, я найду убедительные или не очень убедительные объяснение, почему мне это не удалось. Скорее всего, мне помешают какие-нибудь враги, в том числе из состава нефтянки, которые сейчас должны вот так вот сидеть и говорить: в смысле в 2 раза ниже цены на энергоносители? В смысле в 2 раза ниже цены и на газ тоже? Мы его сейчас чуть ли не в минус добываем. В смысле в 2 раза ниже? Нефть по 40. Мы не сможем добывать. Опять массовое разорение. Опять снижение экономической активности. Опять. Весело ли обсуждать предвыборный треп кандидатов в президенты Соединенных Штатов? Как и любой другой предвыборный треп, это обсуждать весело. Вот. Но какое это отношение имеет к окружающей действительности? Да никакого. Что будет предприниматься Трампом? Ничего не будет предприниматься Трампом для выполнения вот этих вот обязательств. Это ж не Я ж обещал, но не клялся, скажет он. Ребят, вы чё, дурачки, что ли? Это так не работает. Вот. Но когда вы видите какие-то заявления, чисто на будущее, какие-то заявления, что американский президент в ходе предвыборной агитации много внимания уделил России и Украине, и вообще обещал, концентрировал свое внимание, это явно кто-то выдает желаемое за действительное. Это Трампу и его избирателям. Вот наша вот эта ситуация, извините, до одного места. У них свои проблемы, у них свои печали, и вот о своих проблемах и печалях они там ведут речь. А если нас упоминают, то где-то на втором, вместе с Китаем, КНДР и прочими довольно существенными для нас странами, они упоминают как-то так, немножечко сбоку припеку. И то в контексте текущие плохие, при мне бы такой фигни не было. Вот как-то так, дорогие друзья. Ищите Сент Китс и Невис на карте, подписывайтесь на этот канал, на Инфотек, подписывайтесь на нефтегазовую игру, подписывайтесь и на все то, что сейчас перечислит Максим. Тоже подписывайтесь. Александр, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписываемся на Александра Фролова. А в условиях нестабильности Ютуба, то, что его блокируют, что его ограничивают, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Геоэнергетика Инфо». Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях импортозамещения. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.